Вот это их какашки? Да, попробуй. Они реально похожи на орешки. Это по свежезалитому тротуарчику капибара проперла. Даже вот. Спасибо, собака, отойди, пожалуйста. Собака. Нет, начало это. Здравствуйте, дорогие подписчики нашего телеканала. Мы ведем сегодня репортаж почти зоопарка. Это называется зоопарк кого? Я не знаю, зоопарк. Это не зоопарк, наверное. Скорее всего, мы поедем смотреть капибар. Типа завтракать, обедать с ними, щупать их. Ну, можно быть, покусать. Так что как-то вот так вот быстро мы вступаем. Мы сейчас поедем на такси. Это наша, наверное... Это вторая поездка на такси, не считая той поездки. Ну, в общем, да, мы В общем и целом, выяснили, что мы да. можем себе позволить, оказывается, еще и на такси ездить. потому Конечно, что- 800 подписчиков. Если там еще будет, это подпишись, ты еще будешь +1. Так что вот, будем на бизнес-такси ездить. 30 километров расстояния стоит примерно 20-22 тысячи песо на такси. Все. Вот. Поэтому мы поехали сегодня на такси и будем смотреть капибар. Все, чао. Мы его забираем с собой. А пока мы едем к капибарам, хотелось бы немножко рассказать про такси в Буэнос-Айресе. Они имеют характерный цвет, это черно-желтый. Ну, то есть официальные, да, такси, и они специально оборудованы таксометрами, и цена рассчитывается у них по счетчику. Но будьте внимательны, туристам иногда завышают тарифы. Ну, почему иногда? Точнее, всегда, я бы так сказал. Чтобы поймать машину, можно просто вытянуть руку на дороге, и ближайшая свободная машина, она точно к тебе подъедет. Ну, также можно заказать, получается, через приложение, которыми пользуемся мы. Это DiDi, InDrive и Uber. Что еще интересно, что таксисты достаточно разговорчивы, но так как наш уровень из владения языком совсем-совсем маленький, это А05, мы обычно молчим или пару фраз перекидываемся. Привет, как дела, все хорошо, откуда вы? Мы из России. И так продолжаем ехать дальше. По итогу мы проехали на такси, проехали расстояние примерно, ну, сколько, я не знаю, километра 33-35, ну, не так уж и много. Что сказать по водителю? По водителю я сразу же скажу, что ну, какой это нам попался, ну, это не совсем такой хороший, что ли сказать, водитель. Ну, он прям дерганый какой-то, вот он ни шашки не играет, скоростной режим он соблюдает, вопросов нет, прям круто, молодец, замечательно. Но почему-то вот эти вот перестроения странные, подрезания, торможение совсем вот так, это совсем, ну, и так мы отступили. Короче, мы заехали в закрытое барио, как я понимаю, здесь какой-то район. Уже пока ехали, грубо говоря, до места встречи, мы увидали там одну капибару, там, я не знаю... 3 и одна в воде. 3, 1 в воде. Это же обязательно важно было сейчас подчеркнуть эту информацию. 3, 1 в воде. Ну, как обычно, мы хотели всю дорогу, мы хотели писать всю дорогу, поэтому мы быстро побежали в туалет. Вот, мы сейчас будем, получается, дожидаться ребят и уже встречаться и идти на экскурсию. Экскурсия у нас сразу, я скажу, что она у нас платная. $15, да? С человека. $15 с человека мы сейчас будем отдавать. Что нас ждет, не знаю. Адженты программы мы не знаем, но у этого человека, который будет проводить, Евгений Орлов, да, вроде? Да. Да, мы его видели в ролике у Ильи Варламова. Я надеюсь, будет очень круто, так что не переключайтесь, оставайтесь с нами. А пока тут все идет дальше, не забудь там пальчик вверх уже поставить, потому что каждый пальчик вверх, он так-то пиу, и нам приятно, пиу, и нам приятно.
но в начале 90-х группа прекрасных предпринимателей решили предпринять здесь как раз вот эти вот закрытые барио. То есть они где-то осушили, где-то русло так вот привели в порядок, где-то вот такие облагородили. Ну вот для чего мы сюда и ехали. Это капибары. Пару фактов о них. Это самые крупные грызуны на планете. Эти милые животные, родом из Южной Америки, могут весить до 70 килограмм. Это получается чуть меньше меня. И достигают 1,5 метра в длину. Они отлично плавают и ныряют, проводят большую часть времени у воды. Как написано, капибары – социальные животные, живут группами до 20 особей и мирно делят территорию с другими видами. Но при приближении человека капибары предпочитают находиться подальше и буквально отходят на 1-2 метра. Эти звери настоящие вегетарианцы. Они едят травы и водные растения. Самое удивительное, что меня поразило, они пережевывают пищу дважды. Да, у них особый механизм переваривания, чтобы получать максимум питательных веществ. И самый ужасный факт, который мне удалось найти в интернете, что в некоторых странах капибары даже считаются деликатесом. Короче, нам сказали, что это отель, многоэтажка у товарищей попугаев. Они здесь как паразиты, но они особо милые. Да почему меня уже какую съемку пытается какая-то машина сбить? Херня какая-то получается. Это по свежезалитому тротуарчику капибара проперла. Как вам здесь живется? Ты уже снимаешь? Нет. Давай я сделаю вот так вот, пойду к капибаре. Или ты снимаешь? А я как дурочка. Ну иди капибара. Вот это их какашки? Да, попробуй. Они реально похожи на орешки. Господи, какие они классные! Капибара! А вот там маленькие капибарята. Он меня боится. Он смотрит на меня вот так вот краем глаза и убегает. Короче, нас остановил чувак, вот этот оранжевый, и говорит: ребят, короче, гоните, говорит, паспорта, говорит, все остальное, это, говорит, частная территория. Какого хера вы тут делаете? Что? No film? No film сказали, все. Сейчас ты ему что ищешь сейчас? Да паспорт, просто А, Sí. ¿Está bien? Excellent, lady. Sí. Okay. Chef, Спасибо. спасибо. Thank Чао, чао, чао. you. Let's go to the Unido, please, yeah? Because the food is prepaid. Yeah? Thank you. Bye. Чао. Значит, здесь чувак от нас отстанет, а туда приедет новый, короче. Короче, вот такие пирожки произошли. Я хер знает, почему здесь нельзя снимать. Частная территория. Возможно, это частная территория. Это вот какая-то нордлета. Почти похоже, как на котлету. Нордельта. Нордельта. Вот, чувак ушел. А мы остались. Да, паспорта мы ему не показали, он там image, pictures, там все видят, что мы, короче, иностранцы, да, но говорит, вроде как бы мы еще и какие-то русские непонятные, да. Он такой говорит: что за херня такая? Ну просто показывать кому-то свои паспорта, зачем это надо, там, блин. Мы прикинулись, что мы ничего не понимаем. Да, мы ничего не понимаем, и он такой в конце такой: привет, спасибо. Ну это все слова эти знают, но нам стало чуть приятно, он сказал: все, давайте идите, короче, капибар с собой, говорит, забирать нельзя ни в коем случае. Даже Вот. какашки их нельзя. Да, вот именно, я вот тут одну какашку с собой хотел взять, короче, говорит, ничего не бери, это все наше, все остальное. Все, мы пойдем дальше путешествовать. Ну, вот Они так... такие милые, вон смотри, они сидят. Да, они такие милые, они вон сидят. Вот пока что мы увидели, это капибар, чувак, который нас хотел. Мы еще Который поели. нас хотел.
Чувак, который нас хотел? Не, чувак хотел нас выгнать, который, и все. Кстати, поели вы вкусно? Ну, по крайней мере, я. Мне очень понравилось. Это редкость. Мы уже как-то раз рассказывали об одном нашем опыте здесь. Вон еще, вот еще один едет. Кушать. Вот еще один едет, смотрите. Сейчас опять скажет no фильм. Как вариант, этот человек сейчас тоже опять скажет, все, нельзя, уходить отсюда, быстро. Я пока не буду камеру выключать, посмотрим. Кино не будет. О, смотри, они там плавают. Рядом целое капибаровое семейство. Короче, чувак сказал, что типа, ладно, можете дальше идти. Мы сейчас находимся, получается, вот стоим, хотим назад все-таки поехать не за бешеные бабки, там не за 22, там 23 тысячи песо на такси. Мы решили, короче, поехать на поезде на трейне. Сейчас мы заказали такси, точнее нам заказали, потому что мы, пока ничего не понимаем в таксишках. И хотим проехать, получается, за 4000 песо мы хотим доехать до поезда. После поезда мы сядем на поезд. Говорят, поезд идет через какую-то там, вишу такую, что прям там могут даже камнями обкидать и посмотреть. Просто посмотреть, как все-таки живут. Возможно, это правда, неправда, я не знаю. Вот на этом наша экскурсия подошла к концу, если так можно в кавычках назвать это экскурсией. Я потом попозже поделюсь своим прекрасным мнением по этому поводу. Не суть важна, к тому, что с нами сейчас на данный момент все хорошо. Капибар мы посмотрели, вкусно мы покушали, посмотрели закрытое баррио, познакомились с новыми людьми и движемся дальше. Так что бум. Вот, кстати, наша таксишка уехала. Что самое интересное, буду с этого ракурса себя снимать. Так говорят, лицо красившее. Но это не точно. В общем, как нам сейчас показалось, вот таксишка, которая еще показала, уехала, вот маленькая Ситроенка, мы сейчас заплатили 4200 песо, в рублях это примерно там 300 с копеечкой рублей. Вот. Такое чувство, что вот она провезла нас несколькими вот так вот петлями, так провезла, и как будто мы вот метров 100 проехали, по факту вот так вот покружились и приехали в эту точку. Вот приехали на станцию. Вот отсюда мы должны тронуться, в сам Буэнос-Айрес. И когда мы отсюда тронемся, по факту, мы должны будем непосредственно все-таки тут потрогать, пощупать эту вишу. Но это вообще не точно. Там ребята, которые вот он, в черной шляпе, это Женя, который экскурсию нам проводил, показывал все это прекрасно. Мы, ждем поезд. Опасно. Нас сказали камеры не доставать, тут опасный район. Это потому, что мы, в итоге решили погулять. И нас еще час ждать, поезд, и мы решили прогуляться по району. Тут у них даже школа есть. Не знаю, почему даже, но для нас, это страшно. Она очень интересно, просто так огорожена, у нее такая территория, железный забор. А вы можете идти быстрее? Пожалуйста. Ой, смотрите, они в мешках прыгают. Помните эту тему? Лагерь? Это лагерь? Да, они красненькие. Блин, помните эту тему? Мы же все прыгали? Да. Смотри, да. Потому что мы странная группа людей, которая пришла сюда по непонятным Ни один вор не пролезет в данную изгородочку. Очень район похож, на Тигры, где мы путешествовали, там несколько там появится выпуск, где мы в Тигры гоняли.
Мне кажется, мы где-то рядом с тигром. Проверить карту. Срочно. Надо хоть вообще понять, где мы. Это домик этого Аладдина. Спанч Боба. Вот на этом паровозе мы решили прокатиться по неблагополучному району. Как местные его называют, это Вижа. Расшифровывается он как бедные кварталы, где живут многие аргентинцы, столкнувшиеся с серьезными социальными и экономическими проблемами. В этих районах зачастую отсутствуют даже базовые удобства, такие как канализация, чистая вода. Здесь очень высокий процент преступности. Даже когда, зайдя в этот паровоз, нас сразу предупредили: не высовывайте ни руки, ни голову ни в коем случае, не доставайте телефоны. Поэтому вы видите такие смазанные кадры, потому что я все-таки снимал из-под тишка. Но несмотря на эти трудности, люди здесь создают такую уникальную атмосферу и даже, скажем, такую часть культуры. Иногда стоит посмотреть, как они живут все-таки в реальности. Должны тебя видеть. Познакомься с нашим сыном. Это псын. Это псы. Hola. Hola. Вот правильно. Русский, да? Он русский. Как его зовут? Байт. Итак, Хайкин, который мы, кстати, про него рассказывали, а вот он как выглядит, вон он есть. Передай привет всем. Привет всем. Всем Вот так вот. Привет по-русски. он аргентинец и говорит на русском языке. Уже более 4 лет, да? Да, у меня есть опыт. Ну, опыт. Все видел. Я работаю с русским, конечно. Я очень говорю. Благодарю. Да. А я учусь здесь. Тут. В Бубе учишься? Да, конечно. А, ты на медицинском учишься? Это медицинское. Это А это? экономическое. А я думала, это все здесь медицинское. Вот так вот еще человек-то учится. Я хотела сказать, конечно, у меня, как всегда, будет более позитивно. Вы провели с нами очередной наш день. Вот. И на самом деле для меня, как девочки, капибары, это был прям восторг, потому что, ну, многие, наверное, разделяют эту вот любовь к этим капибарам. Они, правда, классные. Вот. И день получился очень контрастный. Сначала у нас такой был мимимишный, вот с этими капибарами. Кстати, что очень интересно, в России есть сейчас там начинают развиваться вот эти вот кафе со всякими капибарами, где они такие уже немного ручные, где их можно подойти, потрогать. Здесь, что мне понравилось, это их привычная среда обитания, то есть они там живут, их туда никто не привез. Они в этом баре существовали изначально, когда он еще не был вот этой вот выкупленной территорией, на которой построили вот этот вот элитный район. То есть они там жили, потом построили район, и капибар хотели выгнать, но в итоге их оставили. Вот, и они там живут, они у себя дома, и поэтому очень приятно смотреть на таких животных, которые не где-то там в каком-то зоопарке, а вот это их дом. И понятное дело, что подойти там их погладить, это не совсем возможно, потому что они боятся, они убегают, и их там было очень много. В общем, мне очень понравилось. Что касается капибар, прям классно. Вот, но день получился контрастный. Почему? Потому что нам потом предложили поехать домой на такси, но мы такие, кому мало всегда чего-нибудь. Мы хотим куда-то пойти, где-то походить, пошарашиться, что-то посмотреть. И мы решили поехать на поезде. И когда Паровозе. Да, кстати. Это не поезд, это паровоз. Кстати, да, это был не такой поезд, на котором мы обычно ездили, вот этот электрический, а у него прям реально вот этот вот состав, который тягач, он прям паровоз, то есть у него из трубы валит дым. Мы таких поездов в России точно не видели. И здесь очень были удивлены увидеть. Сейчас вы прикиньте, собака бы телефон еще унесла. Вот, и мы когда поехали мимо вот этой Вижи, где живут, как
как это выразиться потолерантнее, я не Не знаю. совсем социализированные люди. Да, в общем, где опасно. И когда к нам просто подошел мужчина и говорит, поднимайте, а нас предупредил перед этим гид, что будет такой отрезок пути, где нужно будет поднять окна. Ну, мы подумали, наверное, он как бы просто придает какой-то остроты в наши ощущения. Он смотрит на телефон, как бы его схватить и убежать. Может, ты его перехватишь? Давай, ты будешь дальше рассказывать. Ладно, вот, я не могу, я же напряжена. Иди, встань, охраняй телефон. Давай собаку злую посадим. Вот, и когда мы ехали по этому отрезку пути, и к нам реально подходит мужчина и говорит, что поднимите окна, что сейчас может быть стоун, ну, он по-английски нам сказал, типа, камни могут полететь. Мы, конечно, их подняли, но самое забавное было, что потом этот мужчина на этой станции и вышел, где вот это вот вижа, и где они все живут. Спасибо, собака, отойди, пожалуйста. Собака. Это враг, говорит. Байт, иди разберись. Скажи по собачьи. Por favor, отойдите. Да. Ты что, не мог со своими поговорить, что ли? Подошел бы, я сказал бы, чтобы она просто отошла и все. Ну, вообще жесть. Вот, поэтому, значит, это было очень контрастно. С утра мы были в богатом районе, там ресторан, да, эти капибары, а потом мы поехали просто по каким-то трущобам, и на самом деле это придало таких эмоций этому дню, и, в общем, это было классно. Вот. Что, все получается? Получается Всё, все. давай А теперь мы приехали сюда, и мы сегодня закрываем сезон наших парк-посиделок. Вот, потому что все у нас уже началось осень, и с завтрашнего дня похолодание, 20 градусов тепла. Вот. Кстати, так прикольно заканчивать видео. Видео так заканчивать можно, я заберу, чтобы лучше слышать. Смотрите, мне нравится такое стечение обстоятельств, которое сейчас произошло, да? По поводу капибар мы все рассказали. Если все-таки оно там нравится, это пальчики кверху, но других пальцев не должно быть, это у нас понятно. У меня такая идея прямо сейчас возникла спонтанная, когда я тут винишко наливал, спонсоров всех этих моих идей, да? У нас вот есть товарищ аргентинец, да, вот, и у меня же все-таки... Мы там Юрия Дудь смотрели, там Ксению Собчак. Ну как смотрели, я не прям фанатище, да? Мне просто интересно взять интервью, такое мини-интервью у аргентинца, и что он думает о русских, и которые сюда вот мигрируют, ребята, да? Мигрируют, это не слово мигрень. И вот в таком направлении. Если все-таки это интересно, просто, пожалуйста, в комментариях там, хотя бы там черкните, да, там, зовут Хайкин. Он очень общительный, очень хорошо разговаривает по-русски, даже знает матерки, мы говорили это в прошлом выпуске. Поэтому, если все-таки такой тоже вариант возможен, пожалуйста, дайте об этом знать в комментариях. Мы обязательно с Хайкином поговорим. Ты согласен будешь на такую тему? Да. Предлагаю туда нам всем дружно помахать рукой. Пока-пока. Спасибо. Хорошие выходные.